Скажите что-нибудь про сквот. Сквот хороший, теплый, блядь, здесь кормят. И не гоняют какие-нибудь дурацкие соседи противные. А машинки для бритья хуевые? Машинки для бритья очень плохие. А существуют на сквоту какие-нибудь правила? Какие обязанности у жильцов? Ну да, в связи с тем, что не у всех товарищей хорошо развито чувство самоорганизации, нам пришлось ввести некоторые правила, как то уборка в помещении. Вот, это у нас как бы дежурство ежедневное. Вот, на день назначается по 2 человека, которые как бы убирают и моют все. Вот. Ну и всякие правила там, не устраивают каких-то жестких пьянок, то есть вот, не страдать аморализмом, вот. Ну, не ходить в тапочках в жилой комнате, вот, в тапочках ходить по другой стороне квартиры, там, разуваться перед входом в квартиру, вот, курение в определенном месте, ну, такие общие правила. Вот. В принципе, у нас тут жил просто один товарищ, который совершенно не мог самоорганизоваться и хоть как-то убирать что-то. Вот. Нам пришлось его отписать, потому что даже когда мы ввели правила, он абсолютно их не поддерживал. Вот, в принципе, такой прекрасный вид. На аллею открывается с балкона данного сквота камин. Прекрасная архитектура перед вами открывается, если посмотреть выше. Вот такие головы. Здание, видимо, сделано в Петровских времен, 19-18 веке, как я понимаю. Так как, судя по всему, камины сделаны были тоже в это время, ну, чтобы обогреть здание. В те времена топили печами Петровских. Вот прекрасная аллея, которая проводит вас до парка Таврического. В другую сторону будет находиться проспект, который выведет на мост до площади Ленина. Вот, как бы, можно посмотреть, как оформлен балкон. То есть здесь вот кованые такие листья, и как бы, ну, все выполнено в общем таком, я не знаю, как это стиль назвать, барокко или что это, стиль возрождения, что ли, что-то вот такое. Все остальные здания, если заметить, то они более незаурядно выполнены и как бы, ну, особый интерес не представляют. Но нам повезло тем, что как бы мы побывали вот именно и жили в здании подобного рода, потому что здесь просто приятно находиться. Много сквотов существует в нашем городе, в России, вообще в мире. Насколько развито это движение у нас и где-то еще? Ну, на Западе движение, конечно, сильнее развито. Там не только сквотерское движение, а в принципе либертарное, какое-то анархическое движение развито сильнее. А в нашей стране особенно любят все говорить о том, что сквотинг у нас невозможен, как на Западе, и все, чем мы занимаемся, это только селись в каких-то зданиях без окон и дверей и бухаем там. Вот. Ну, это обычная практика поливать говном, кого-либо не делая при этом ничего самому. Вот, страдает у меня русский язык, что по-моему. В принципе, в Питере, я не знаю, возможно, еще есть жилые сквоты. Вот. Это даже хорошо, наверное, если они есть, я о них не знаю. Вот. Ну, время от времени, как бы, то есть, собственно, если говорить о себе, то я, как бы, да, занимаюсь этим.
То есть я ищу какие-то здания, пытаюсь в них селиться. И, естественно, я занимаюсь этим не один, этим занимаются и другие люди. Вот. У нас также есть там склады, на которых проводятся различные общественные мероприятия, концерты, какие-то общие собрания. Вот. Ну, конечно, не существует таких складов, то есть как на Западе. На Западе прям есть социальные центры, в которых функционируют и библиотеки, и столовые, и много чего, собственно. Вот. У нас таких прецедентов пока нет. Вот. Надеюсь, что будут когда-нибудь. В других городах России, если говорить, сквоттерское движение, мне кажется, развито меньше, чем у нас в Питере. Вот. Хотя в свое время были, а может даже и есть сквоты в Москве, в Воронеже, еще в каких-то городах. Но, в принципе, в других городах это сделать несколько сложнее, чем у нас. Что мешает делать сквоты, социальные центры? Ну, мешает то, что в принципе наше либертарное движение довольно слабо развито по сравнению с Западом. Мешает то, что мешает отсутствие опыта. То есть он постепенно нарабатывается, но пока что не семимильными шагами. Мешает как бы фашистская власть, которая подавляет любые позитивные начинания людей. Мешают как бы мусора, мешают нацисты, которых с каждым годом становится все больше в геометрической прогрессии. Вот. Ну, то есть тупо палевно делать сквот открытым и для всех. То есть об этом тут же узнают и сотрудники милиции и, собственно, нацисты. Вот. А это уже может быть чревато. Поскольку даже клубы, в которых у нас проводились антифашистские концерты, они накрывались правыми. Ну, вот, на самом деле они не правы, конечно. Это просто между фашистами. Вот. Хотя, ну, это не такая основная проблема, конечно. Может, конечно, и отпор дать. Вот. Но основное это, да, это вот власть и, в принципе, отношения между людьми в России, в принципе. Ну и, возможно, лень людей и их пессимизм. Потому что многие думают, что это невозможно и не знают даже, как начать еще делать. Вот. А главное начать, а потом уже может что-то изменится. То есть я все еще надеюсь, что когда-нибудь у нас будет сквоттерское движение сильным, и свои социальные центры появятся у нас в городе и в стране. А когда-нибудь отменятся все границы, и у людей исчезнут предрассудки, и мы будем жить в равенстве, и братстве и солидарности. Вот угол, наверх. Вот туда вот наверх. Не одну, Да, вот что есть. это просто нам не влезет. Даже похоже не бывает.